будет ролик про стрельца. И вот знаете, я записываю его зимой, но несколько дней назад, после долгих-долгих дней без солнца, оно вот выглянуло буквально на пару дней. И стало так как-то радостнее жить, захотелось дышать, захотелось даже творить. А все почему? Потому что солнце – источник жизненной энергии, оно очень сильно нужно людям. И в этом ключе тем, чье солнышко оказалось в знаке Стрельца, казалось бы, очень сильно не повезло. Ведь это знак, по сути, минимального солнца. В этом знаке между Стрельцом и Козерогом находится зимнее солнцестояние, самая длинная ночь и самый короткий день. Но при этом все люди почему-то считают стрельцов такими баловнями судьбы, абсолютно оптимистичными, взбаломошными, юморными, ну такие просто шоколад, а не знак такой. Давайте разбираться, в чем же загадка, в чем же тайна этого знака. В ролике про химеры зодиака мы уже говорили, что стрелец не может проявить свою природу без социума. Подсказочка на этот ролик у вас сверху, посмотрите его, пожалуйста, перед этим роликом. И вот я долго думала, какую мифологическую историю вам рассказать в связи со Стрельцом. Потому что прототип Стрельца практически никогда не появляется поодиночке. Он всегда с кем-то взаимодействует. Поэтому я не смогла остановиться на одном мифе и решила рассказать вам сразу две истории. Ну, не будем откладывать. Заваривайте себе чашечку кофе или какао. И сейчас мы окунемся не на минуточку истории 8 века, а гораздо дальше, на глубину тысячелетий и очень-очень древних символов. И не забудьте поставить лайк, а мы приступаем. Первая моя история относится к самому древнему мифу из всех, которые известны человечеству. Это эпос о Гильгамеше. Он был найден на глиняных табличках шумерско-аккадско-вавилонских, сразу в нескольких вариантах. Это территории, сегодня принадлежащие современному Ираку. Расшифрован он относительно недавно, но возвращает нас во времена практически 5000-летней давности. Потому что главный герой этого эпоса, царь Гильгамеш, правитель города Урук, жил примерно, а кстати, он жил, считается на сегодняшний день, что это историческая фигура в прототипе. Он жил примерно в 29 веке до нашей эры. 29 плюс 21, ну вот вам и получается 50 столетий, на минуточку. Молодой царь Гильгамеш правил так себе сначала. Он вел весьма разгульный образ жизни вместо управления и притеснял своих подданных, чем довел их до неистовства, и они начали молить богов, чтобы те нашли управу на Гильгамеша. И тогда богиня Аруру слепила из глины такого полузверя-получеловека. Назвали его Инкиду, он жил в лесу со зверями, питался травой, обладал неимоверной силой, и задачей его было убить Гильгамеша. Хотя задачу эту Инкиду, конечно, никто не сообщил. Поэтому он себе рос в лесу, уводил охотничьи ловушки от зверей и вообще был им лучшим другом и знал все языки леса. Пока, собственно, весть о существовании такого дикого человека не дошла до самого Гильгамеша. Охотники начали жаловаться, что в лесу живет человек по силе равный тебе, царь, но очень дикий и необузданный. Оказалось, что Гильгамеш не такой уж и простачок. Он решил отправить к Энкиду блудницу, храмовую блудницу, для того, чтобы его очеловечить. Блудница 7 дней и 7 ночей очеловечивала Энкиду, и это ей вполне удалось. Да так сильно, что сами звери перестали признавать Энкиду своим и ушли от него. Пришлось Энкиду вместе с Путаной возвращаться в Урук. Ну и там, у дверей одной из спален, они сталкиваются с Гильгамешем, и, как и было предначертано, между ними происходит бой. Ну и во время боя выяснилось, что ни один другому в силе не уступают. Они признали друг друга равными и побратались. Мало того, что побратались, Гильгамеш отвел Энкиду в
себе в дом, к матери, и даже мать благословила их обоих как своих сыновей. С этого момента Энкиду и Гильгамеш стали неразлучны. Вместе они совершили массу подвигов, прошли кучу приключений, и Энкиду положил на алтарь этой дружбы всю свою жизнь, всю свою мудрость, природную такую мудрость, всю свою интуицию, хитрость, все то, чем наделила его мать природа. Но все это я вам пересказывать не буду. В сказке в какой-то момент произошел существенный перелом. И этот перелом – это смерть Энкиду. Причем у нее есть целых два варианта, в разных вариантах эпоса о Гильгамеше. В одном варианте братья пошли в священную рощу, чтобы срубить там кедр. А этот кедр охраняло чудовище, специально посаженное там богами. Чудовище-то братья с трудом, но победили. Но за это боги в отместку решили наказать Гильгамеша смертью Энкиду. И Энкиду заболел неизвестной болезнью и через неделю ушел в царство мертвых. Но есть еще более интересный вариант развития сюжета. В совершенно другом подвиге было дерево, и в этом дереве поселилась какая-то нечисть. В корнях его жила змея, в кроне поселился орел с головой льва, а дупло своим домом избрала вообще такая страшная магическая женщина Лилит. В общем, очень плохо было священному дереву, и нужно было его избавить от несчастий. Все это получилось в итоге, и из древесины священного дерева Гильгамеш сделал несколько инструментов, и среди них был барабан и палочки. Как мы понимаем, еще в древности барабанной дробью привлекали людей на собрания, на площадь, на войну, то есть такой инструмент сбора. Но мифология наградила этот барабан дополнительными свойствами. Говорят, когда он играл, все вокруг не могли удержаться и пускались в пляс. Шумно и весело было в городе Уруке, и это вызвало, такую немалую толику зависти из подземного мира. В итоге, в один прекрасный момент, земля раздвинулась, и барабан вместе с палочками ушел под землю. Вот за тем барабаном и отправился Энкиду. И как во всех сказках говорится, не послушался Энкиду всех наставлений, как выбраться из царства мертвых живым, и сгинул там навсегда. С этого момента Гильгамеш понял, насколько важна была ему дружба с Энкиду, насколько дорога и бесценна она была, и как бессмысленны были подвиги во имя просто обыкновенной смертной славы. Оставил все Гильгамеш, оставил свой город и пустился в поиски по миру, искать ответы на вопросы о бессмертии человеческой души. И, как говорят, все прошел и все увидел Гильгамеш в этом мире. И слава о нем дошла до нас, поэтому 5000 лет спустя мы сейчас все-таки рассказываем о нем. Что-то о бессмертии в этом все-таки есть. И мне хотелось бы, чтобы мы собрали некоторые ключи из этой истории, а именно двойную природу Энкиду, животную и человеческую, силу дружбы, его природную мудрость, оптимизм и помощь главному герою. И сам момент того, что Гильгамеш – это главный герой эпоса, и название его эпоса Гильгамеша. Но без Энкиду Гильгамеш Гильгамешем бы не стал. И моментик барабана с палочками тоже мне нравится, как инструмент, который объединял людей. И последний ключик – это, конечно, спуск Энкиду в подземный мир. То есть Энкиду – это у нас такая символическая жертва, которая была нужна для мотивации пути героя Гильгамеша. И этот момент, то, что Энкиду непосредственная и необходимая часть для того, чтобы герой совершил свой путь героя, тоже будет для нас очень важна. Потому что весьма сильно вся эта история перекликается с очень известными нам подвигами Геракла. А учителем Геракла, как известно, был Хирон. А кем был Хирон? Кентавром. И это вторая история. Потому что кто такие кентавры? Кентавр – это снизу конь, сверху человек.
То есть это порождение природы, тоже агрессивной, дикой и необузданной. Кентавров при этом было много, и они носились целыми табунами по просторам Эллады. И когда мы начнем выяснять, какой именно кентавр был прототипом Стрельца, мы столкнемся сразу с двумя версиями. В первой версии это кентавр Кротос. Именно этот кентавр, как следует из древнегреческого эпоса, был изобретателем стрельбы из лука, а также именно он придумал аплодисменты, как хлопки в благодарность музам. И мне эта, конечно, идея очень нравится. Но, однако, все же самым известным кентавром был Херон, потому что эти существа весьма агрессивны, и лишь Херон очень благосклонно относился к человеческой расе, был наделен неимоверной мудростью и талантом наставничества. Среди его учеников были и бог врачевания Асклепий, как раз медицине он и учился у Херона. Также у него учился Орфей, игре на музыкальных инструментах, а также и другие герои обязаны наставничеством Херону. Это и наш незабвенный Геракл, и аргонавты, Тесей, Ясон, близнецы Кастор и Палукс. Целая плеяда великих героев были учениками Херона. Кстати, говорят, что экспедицию за Золотым Руном тоже организовал именно Херон. Об этом я рассказывала в ролике про Овна. Посмотрите его, пожалуйста, подсказочка сейчас появится. И для того, чтобы легче было аргонавтам в пути, именно Херон изобрел зодиак, то есть поделил эклиптику на 12 ровных отрезков. Приписывают это дело именно ему. Может быть, поэтому знак Стрельца так сильно внесет в себя отпечаток Херона. Но все-таки Херон – это не управитель Стрельца, и мы об этом поговорим непосредственно в ролике про Херон. А сейчас хотела заметить всем тем, которые рассказывают, что родились в знаке змееносца. Вы, ребята, противоречите своему же собственному учителю, потому что Херон разделил эклиптику на 12 равных частей. И это не значит, что он хотел, чтобы каждый знак, кто попал на линию эклиптики, имел свое собственное там место. Так что стрельцы вы, но никак не змееносцы. Кстати, к параллелям. Херон, между прочим, как и Энкиду, тоже по своей воле ушел в царство Аида. У него были на это причины, поскольку он был ранен своим собственным учеником, но все же он выбрал этот путь самостоятельно и лишил себя бессмертия, обменял свое бессмертие на искупление вины Прометея, который принес огонь людям. Ну, а таких прецедентов, скажем так, в разных мифологиях очень уж немного. Так что любопытны соединения между мифологиями, разделенными десятками веков. Ну а теперь давайте соберем все это практически ценное и посмотрим, как оно выражается в реалиях Стрельца.